Всем привет! В этом видео приготовим 5 рецептов из лаваша. Все они несложные в приготовлении и очень вкусные. Первый приготовим закуску с грибами в лаваше. Готовится она несложно и прекрасно подходит как на праздник, так и на каждый день. Сначала приготовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Берем полкилограмма шампиньонов, моем их и нарезаем кубиками. На горячую сухую сковороду кладем подготовленные грибы. Готовим их на большом огне, периодически перемешивая. Когда испарится вся жидкость со сковороды, наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами на среднем огне до золотистости лука. В конце приготовления грибы солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Берем тонкий лаваш и нарезаем его на кружочки. Желательно использовать тонкий и мягкий лаваш, чтобы при выкладывании его в формочку он не трескался. Я вырезала 12 таких кружочков. Каждый кружок лаваша кладем в формочку. Наполняем все формочки приготовленной начинкой из грибов. Сначала я выкладываю по 1 столовой ложке начинки, а затем равномерно распределяю оставшуюся начинку. Готовим заливку. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску разбиваем 4 яйца. Наливаем 100 мл молока. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. В эту массу добавляем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную заливку выливаем в каждый кекс. Равномерно ее распределяем по всем закускам. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20 минут. Готовую закуску украшаем листиком петрушки. Вынимаем ее из формочек и переставляем на блюдо. Закуска с грибами в лаваше получилась красивой и очень вкусной. Готовится несложно и достаточно быстро. Большим плюсом такой закуски является то, что не нужно замешивать тесто. Вторым приготовим особенное и вкусное блюдо — рулет из лаваша под названием оливье. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления, доступность ингредиентов и, конечно же, неповторимый вкус с семенами любимого салата. Сначала маринуем лук для начинки. Берем половину большой луковицы и нарезаем ее кубиками. Также можно использовать маленькую луковицу. Лук перекладываем в небольшую мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса.
Все заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты для начинки. Примерно 150 грамм вареной колбасы трем на крупной терке. Соленые огурцы тоже трем на крупной терке. Я взяла 3 небольших огурчика, по весу их получилось около 100 грамм. 2 вареных яйца трем на крупной терке. Две средних картофелины трем на мелкой терке. 1-2 вареных морковки точно так же, как и картофель, трем на мелкой терке. Складываем рулет. На стол кладем первый лист лаваша. Смазываем его по всей поверхности майонезом. На лаваш выкладываем тертый картофель. На картофель выкладываем подготовленную колбасу. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края, чтобы потом было удобнее свернуть рулет. Сюда же равномерно выкладываем маринованный лук, предварительно слив с него маринад. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Сверху наносим сеточку из майонеза. Кладем второй лист лаваша и немного прижимаем его руками. Этот лаваш тоже смазываем майонезом. Сверху выкладываем вареную морковь. Не забываем, что начинку немного не докладываем до края. Морковку немного солим. Следующими кладем вареные яйца. И последними раскладываем тертые огурцы. Сверху наносим сеточку из майонеза. Все сворачиваем в плотный рулет. Получившийся рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настояться на 1-2 часа. По желанию этот рулет можно подавать и сразу. Перед подачей готовый рулет вынимаем из пленки и нарезаем порционными кусками. Он прекрасно режется и не разваливается. Также такой рулет можно приготовить за день до торжества и хранить его в холодильнике. Рулет оливье получился очень красивый, а вкус, который прекрасно все знают из детства, никого не оставит равнодушным. Такой рулет отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Третьим приготовим очень вкусное и бюджетное блюдо из картошки. 2 очищенные картошки нарезаем кусками. Кладем их в небольшую кастрюлю. Заливаем водой и ставим на плиту. Варим картофель до готовности. Пока варится картошка, подготовим остальные ингредиенты. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости лука.
К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты. Снимаем с огня. Картошка сварилась, сливаем с нее воду и перекладываем в миску. Немного солим. Все разминаем вилкой. Нарезаем зеленый лук. Белую часть лука я отрезала, она не понадобится. – 180 грамм сыра трем на крупной терке. Я использую сыр моцарелла. К уже подготовленному картофелю добавляем овощную пассеровку. Кладем зеленый лук. И примерно половину тертого сыра. Все перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Вместо зеленого лука можно использовать любую зелень, например, укроп или петрушку. Всю приготовленную начинку делим на 3 примерно одинаковые части. Берем большой тонкий лаваш и вырезаем из него 6 кругов. Я круги размечаю крышкой, которая максимально подходит к моей сковороде диаметром 24 см. Мне понадобилось 2 тонких лаваша. Также можно использовать уже готовый круглый лаваш или взять круглую тортилью. Кладем 1 лист лаваша. На него выкладываем третью часть картофельной начинки. Равномерно ее распределяем по всему лавашу. Сверху накрываем вторым лавашом. Так собираем все 3 лепешки. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем приготовленную лепешку. Сверху посыпаем ее тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и готовим на небольшом огне. Когда сыр немного расплавится, снимаем крышку и переворачиваем лепешку на другую сторону. Жарим пару минут, чтобы образовалась поджаренная сырная корочка. Опять лепешку переворачиваем. И сразу же снимаем со сковороды. Точно таким же методом готовим еще 2 другие лепешки. Лепешки получились очень вкусными, румяными и сытными. Поджаренный хрустящий лаваш отлично сочетается с нежной и ароматной картофельной начинкой. Приготовление несложное и продукты максимально доступные. Такие лепешки отлично подойдут на ужин и даже на завтрак, если их приготовить заранее и разогреть в микроволновке. Четвертым приготовим рулет из лаваша с яйцами и огурцами. Это легкий и незамысловатый вариант закуски, который понравится всем. Приготовление не занимает много времени. Сначала подготовим ингредиенты. 5 вареных яиц трем на крупной терке. Измельчаем пучок укропа. К подготовленным яйцам добавляем укроп. Выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. Кладем 2 столовых ложки майонеза. Все хорошо перемешиваем. Берем 2-3 огурца среднего размера и отрезаем у них хвостики. Огурцы нарезаем вдоль на пластинки. Это удобно делать с помощью овощечистки. Пластинки получаются максимально тонкими и хорошо гнущимися. При нарезании несколько раз разворачиваем огурец, чтобы более равномерно срезались с него пластинки.
Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. На него выкладываем всю начинку из яиц. Равномерным слоем распределяем ее по лавашу. Немного не докладываем до края лаваша, чтобы потом было удобнее сворачивать рулет. Начинку из яиц солим. Также ее можно посолить при перемешивании. Лаваш смазываем майонезом. Сверху равномерно выкладываем пластинки огурцов. Не докладываем до края лаваша. Все аккуратно и максимально плотно сворачиваем в рулет. Заматываем его в пищевую пленку и кладем в холодильник. Готовый рулет нарезаем порционными кусками и красиво выкладываем на блюдо. Рулет из лаваша получился очень вкусным. Сытность рулету придают яйца, а сочность огурцы. Готовится закуска несложно, и с ее приготовлением справится каждый. И последним приготовим сладкие рулетики «Веселая обезьянка». Это очень быстрый рецепт из лаваша, который будет готов буквально через 5 минут. На столе расстилаем лист лаваша. Кладем арахисовую пасту и размазываем ее по всему листу тонким слоем. Мне для одного листа лаваша весом 140 грамм понадобилось примерно 100 грамм арахисовой пасты. Вместо арахисовой пасты можно использовать вареную сгущенку. На край лаваша по длинной стороне кладем бананы. Там, где нужно, изогнутые бананы аккуратно выравниваем. У меня поместилось 2,5 банана. Лаваш с бананом скручиваем в плотный рулет. Получившийся рулет нарезаем порционными кусочками. Красиво выкладываем на тарелку и подаем на стол. Сладкие рулетики «Веселая обезьянка» получились вкусными. Легкий вкус арахисовой пасты, лаваш и банан прекрасно сочетаются между собой. Готовится такое блюдо быстро и прекрасно подходит, когда хочется приготовить что-то сладкое. Если вам понравились такие рецепты из лаваша, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.